Доброе утро, зрители Stop Game! Сегодня понедельник, а на ваших экранах инфакт. Ремастер Lollipop Chainsaw с припиской Repop получил первый трейлер и ворох скриншотов. Что хорошо, можно подробно рассмотреть игру со всех сторон, а вот что плохо, дата релиза изменилась. Выйдет игра не летом, как планировалось, а в сентябре, 25 числа. Repop — усовершенствованная версия оригинала, который вышел аж в 2012 году. Авторы не стали трогать сюжет, но добавили больше контента и сосредоточились на разного рода улучшениях. На нашем сайте есть подробное перечисление всех изменений. Lollipop Chainsaw Repop релизнется на ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series и даже на Switch. Русского текста в ней не будет, а озвучки вообще всего две — английская и японская. The Coalition представила Gears of War E-Day во время недавнего шоу Xbox и уже успела рассказать некоторые подробности об игре. Чтобы узнать еще больше, Джесс Кордон из Windows Central побеседовал с креативным директором гирь Мэттом Сирси и руководителем бренда Николь Фассет. Сначала обсудили техническую сторону игры. Выход Unreal Engine 5 подстегнул The Coalition создать многие элементы для нового проекта с нуля, чтобы поразмышлять о франшизе и о том, что она значит для сотрудников студии. Как выход Unreal помогает размышлять о франшизе, я вообще не понимаю, можете не спрашивать. Как говорится, думайте. А почему именно E-Day? Дата для лора, конечно, значимая, но есть же обоснование выбора такого таймлайна. Об этом тоже поговорили. Разбирая всю серию Gears of War по косточкам, девелоперы пришли к выводу, что многое в истории и даже геймплее связано с Днем Разлома, то есть как раз этим E-Day. Эта дата — сюжетное событие, которое произошло за 14 лет до начала первой Gears of War. И главные герои, понятное дело, тогда были совсем другими. Вот что рассказала Николь о персонажах. Это история о зарождении крепкой дружбы между Маркусом и Домом, которая определяет франшизу. В Gears of War и Day они только вернулись с Маятниковых войн, глобального конфликта по борьбе за ресурсы между двумя главными сверхсилами Серы. Тогда погибли миллионы, и тогда же появилось вооружение безумной силы, вроде орбитального лазера Молот Рассвета. Человечеству удалось насладиться лишь 2 месяцами передышки после этой войны, прежде чем наступил День Разлома. Также люди горевали из-за Маятниковых войн. Примером такой травмы стала гибель Карлоса, брата Дома и лучшего друга Маркуса. Так что на тот момент эти двое еще не те закадычные товарищи, которых мы знаем. Конец цитаты. Но главный вопрос, который мучил лично меня, это судьба слов «of war» в заголовке игры. Например, в 5-й части они пропали, а тут снова появились. И не просто так. Возвращение к корням даже название коснулось. Хотя кое-что решили в серии все-таки поменять. Вторженцы в новой части будут выглядеть более жуткими, чем в уже вышедших. Все-таки на тот момент люди знали мало о противнике, и саранча внушала страх даже в квадратных мужиков с бензопилами, ака лансерами. Об истории их появления в руках бойцов расскажут в сюжете E-Day подробнее. В целом, Coalition убеждает нас, что игра сохранит все хорошее, что было в серии, а все плохое не сохранит. Ну, дождемся подробной демонстрации геймплея, а там посмотрим. Хотя нетерпеливые могут уже предзаказать игру, причем даже в российском Steam. Благо гири там пока доступны. Многие ПК-бояре ждут Bloodborne на ПК, а его все нет, и нет, и нет, и нет. Не приближает его появление на народной платформе даже тот факт, что сам создатель Bloodborne тоже ждет ПК-порт. Репортер PC Gamer докопался до Миядзаки с вопросом, мол, миллионы игроков на ПК ждут Bloodborne, а хочет ли этого лично Хидетака Миядзаки? Как завернул, тут не отвертишься от ответа. Властелин болот посмеялся над изворотливостью журналиста и выдал следующее. Я точно знаю, что эти ребята, тут показывает на продюсера из From Software и сидящего рядом переводчика, жаждут ПК-порт Bloodborne. Но если я скажу, что поддерживаю это решение, у меня будут проблемы. Однако я совершенно не против этой идеи. Как один из создателей Bloodborne, я, конечно же, хотел бы, чтобы как можно больше игроков могли ознакомиться с ней, особенно с учетом того, что это уже далеко не новая игра, которая может затеряться на старом железе. Как и в случае с любым другим тайтлом в подобной ситуации, было бы здорово дать возможность большему числу людей прикоснуться к этой реликвии прошлого. Так что я точно не был бы против ПК-версии. Но от желания Миядзаки порт быстрее не появится. Права на Bloodborne находятся в руках Sony, так что будущее игры все еще покрыто пеленой из слухов. Вместе с Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft запускает особое приложение, которое должно соединить вместе всех будущих ассасинов. Раньше приложение называли Assassin's Creed Infinity, а теперь более лаконично — Animus Hub. Через Animus Hub запускаются разные части серии. Можно сказать, что это лаунчер для ассасинов в виде отдельной игры. Сделан, видимо, специально для тех, кому было мало лаунчеров. В
приложении есть свой сюжет, посвященный современному куску вселенной Assassin's Creed, есть встроенный магазин, есть проекты, небольшие боевые пропуски, ну и игры там тоже будут. Причем даже мультиплеерные ассасиновские спин-оффы обещают подвозить. После Shadows в Animus Hub собираются добавить части с кодовыми названиями Invictus, что-то многопользовательское, и Hexe, что-то сюжетное, что разворачивается в эпоху охоты на ведьм. Если у вас завалялся 241 час свободного времени, то у Square Enix есть чем эти часы занять. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, коллекция из 3, а на самом деле 10 проектов серии Kingdom Hearts наконец добралась до Steam, спустя аж 3 года после релиза в EGS. В Integrum Masterpiece входят Kingdom Hearts HD 1,5 плюс 2,5 ремикс, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter пролог и Kingdom Hearts 3 просто 3 плюс Remind. Это, как вы понимаете, сборники, которые включают в себя игры поменьше. В итоге и набираются как раз те самые 10 проектов, 9 игр и 1 фильм. Из хоть сколько-нибудь важных частей за бортом останется только ритм-игра Melody of Memory. У всего сборника есть достижения Steam, облачные сохранения и поддержка семейного доступа. Вот поддержки российского Steam у игры нет, да и перевода на великий и могучий тоже. В Dragon Age The Veilguard нет гринда и примитивных квестов «подай-принеси». Об этом в серии вопросов и ответов в Discord сообщила руководитель проекта Корин Буше. По ее словам, структура игры разбита на цепочку заданий. У BioWare лучше всего получаются плотные сюжетные приключения, поэтому именно такое и делают. Говорит, вы сможете возвращаться, разгадывать тайны и выполнять отличные побочные квесты. Не «подай-принеси» и не гринд. Но хочу подчеркнуть, игра очень тщательно срежиссирована, создана вручную. Мы посвятили много времени, чтобы выслушать ваши отзывы. Конечно, у всех немного разные вкусы, но собирать осколки во внутренних землях не придется. Все, что мы делаем, делается с четкой целью. Конец цитаты. Как добавил творческий руководитель Джон Эпплер, что угодно, кроме вручную созданных квестов, было бы неуважением к игре, которую мы делаем. Среди этих уточнений, в которые мы, конечно, верим, навалили более конкретных деталей об игре. Все они перечислены в нашей новости, а ссылку на нее оставил в описании. Можете перейти на сайт и изучить подробности, или хотя бы поучаствовать в бойне в комментариях к записи, там настоящая мясорубка. Грустная новость. Основатель и президент Galvanic Games Патрик Морган сообщил, что принял решение закрыть студию. Несмотря на многообещающий запуск Wizard with a Gun, продаж игры оказалось недостаточно, чтобы удержать организацию на плаву. Galvanic Games была основана в Сиэтле в 2015 году. За почти десяток лет коллектив выпустил гоночную The Rust Bell, аркадный экшен Гургамот, атмосферное приключение сам Distant Memory и уже упомянутую Wizard with a Gun, ставшую для студии последним проектом. В прощальном послании Морган поблагодарил сообщество и Devolver Digital за поддержку. Последняя выступала в качестве издателя Wizard with a Gun. Не забыл руководитель и о своих сотрудниках. Морган выделил ряд специалистов из Galvanic Games, которым требуется новая работа, и призвал компании обратить внимание на их резюме. Мораль? Покупайте то, во что играете, ребята, иначе хорошие студии могут и закрыться. Например, можно приглянуться к Fallen Aces. Она привлекала к себе внимание на выставках и фестивалях демоверсий, а теперь, наконец, добралась до коммерческого релиза. И сразу залетела в топы самых высокооцененных проектов последнего времени в Steam. Игра совмещает сразу несколько стилей. Сеттинг гангстерского нуара первой половины 20 века, комиксный визуальный вид и геймплей, похожий на бумер-шутеры. Но только похожий. На деле Fallen Aces позволяет не только стрелять, но и прыгать между открытым боем и стелсом, а также имеет элементы immersive симов. Пока что в игре доступна примерно треть от запланированного контента, но уже сейчас у Fallen Aces крайне положительные отзывы в Steam — 98%. Благодаря такой мощной народной поддержке игра моментально попала в список скрытых бриллиантов сервиса Steam 250. А если все продолжится такими темпами, то доберется и до топ 250 за все время. До 21 июня Fallen Aces отдают со скидкой 24% за 372 рубля. С запуском каждого эпизода цену планируют повышать. Вот демо из Steam убрали. Авторы убеждены, что демка слишком устарела и не отражает качество текущей версии. Вот главная страница stopgame.ru отлично отражает самый актуальный контент на сайте. На ней вас встретит статья Алексея Лихачева о консольной версии Valorant и куча других интересных материалов. Хорошего вам понедельника. Пока!